Приветствую всех на своем канале. Не за горами осень, и многие из вас для себя любимых уже начали делать различные заготовки. Кто-то солит огурчики с помидорчиками, кто-то варит варенье, кто-то делает компот. В общем, кто на что гораст. Но не забываем, что и кроликам нужно делать тоже различные заготовки, как веточного корма, так и полезных трав. Мы в своем хозяйстве тоже делаем такие заготовки. Из веточного корма мы заготавливаем только осину. Ассортимент, конечно, не блещет многообразием, но мы, как говорится, берем количеством. В среднем я заготавливаю 150-250 веников для своих кроликов. Много это или мало? Ну, каждый решает сам для себя. Но для моих кроликов на сезон, от сезона до сезона хватает. Ну, я имею в виду, что до следующей осины. Осину лучше заготавливать либо в июне, либо в июле. Самый такой пик заготовок. Если брать другие месяца, там август, ну и либо остатки сентября, так скажем, начало сентября, то лучше не стоит. Потому что я заметил, что в эти месяца, если не в июнь и в июль, листья осины покрываются какими-то пятнами черными и какая-то маслянистая пленка на листьях. Выглядит это, конечно, ужасно. И я бы не рекомендовал никому собирать такие листья. Потому что, ну, лично я не знаю, что это. Может быть, это болезнь какая-то, может быть, грибок какой-нибудь. Поэтому я заготавливаю только июнь-июль. Это один момент, что листья портятся, а другой момент то, что листья не так будут опадать. То есть, если вы собрали в июне месяце или в июле, листья не будут так опадать, как в том же, например, августе. Что касается, как сушить веники, ну, тут все очень просто. Делаете веники, убираете в темное проветриваемое помещение и сушите. Если вы будете сушить осиновые веники на солнце, они потеряют свой внешний вид. Листья пожелтеют, листья свернутся в трубочку. В общем, вид будет, так сказать, нетоварный. А если вы в темном помещении, где-то на чердаке, ну вот как я сушу на чердаке. Вот, если вы высушите все на чердаке, листья будут такие же зеленые, но только сухие. Осину можно давать как свежую, я даю им свежую, так и сухую. Когда осина только пошла, для них это было большое лакомство. Они ее с удовольствием ели. Но когда... Куда? Но когда пошли другие травы, там ботва от морковки и так далее, все, к осине они стали немножко равнодушными. Но я знаю точно, что наступит зима, не будет никаких других трав. Они будут есть сухую осиновые ветки с удовольствием и будут аж одни только уши шевелиться. Они ее очень-очень любят. В осине также много различных, так скажем, ну не витамин, а полезных действий, да, которые она оказывает на организм кролика. То есть она глистогонным является, да, для кроликов, антибактериальным, противовирусным. Ну, это я читал, да, вот буквально недели 2 назад я об этом прочитал в интернете, хотя я давал осину уже много лет, ну так скажем, я ее даю всегда. Как только начал заниматься кролиководством, так и стал давать осину. Но вот только недавно я узнал, что она обладает вот такими вот свойствами. Иди. Также, что хотелось бы сказать по поводу количества. Вроде осина, да, но свежую осину лучше в больших количествах не давать. Потому что также вот в интернете прочитал, раньше не знал, всегда давал по многу. Ну, как бы никаких инцидентов не было. И я всегда навалил им свежей осины, привез, пока веники делаю, все равно остатки листьев остаются, и я сразу им пачками и бросал. Но буквально также недавно в интернете прочитал, что то ли на печень влияет, да, большое количество съеденной осины, то ли на почки, точно не помню. Ну, скорее всего, по-моему, на почки. Вот, поэтому будьте осторожны. Сухую ничего страшного, а вот с сырой надо быть немножко поосторожнее. Вот, ну это что касается осины. Что касается различных трав, у нас тоже ассортимент вообще минимальный. Мы готовим только
полынь. Я стал заготавливать полынь также только, ну что значит также, только в этом году. До этого полынь я всегда ходил, у соседей брал. У соседей заброшенный участок, и там всегда у них росла полынь. Я пошел, нарвал, дал сколько нужно, кролики съели. Так же, как и осину, нельзя давать в больших количествах полынь. Сухую, ну, сухую ничего страшного, подвяленную также в маленьких количествах, а сырую, свежую, скошенную, ну, это понятно, лучше вообще не давать, потому что она влияет на печень кроликов. Она является полезной, ну и в то же время в больших количествах вредной для кролика. Какими же действиями обладает полынь? Полынь, ух ты какой, ты какой. Полынь обладает глистогонным действием, да, против глистов, потому что многие, например, не пропаивают кроликов, не глистогонят, а полынь хороший, идеальный вариант. Ну-ка, беги, беги. Хороший, идеальный вариант. Также она предотвращает газообразование у кролика, ну, то есть образование вздутия, да, а это тоже играет немаловажную роль. Держи, иди, иди. И также улучшает работу ЖКТ кролика, чтобы у кролика все было хорошо, да, чтобы он не вздувался. Поэтому, если есть возможность заготавливать, иди, если есть возможность заготавливать полынь, заготавливайте. В ней очень много витамин, да, помимо тех действий на организм кролика, которые я уже назвал, у нее еще много витамин. Ее лучше также собирать молодой, как бы в июне, ну, в начале июля. Почему? Потому что в ней больше полезных витамин, нежели когда она идет в цвет, да, вот такие маленькие шарики, когда цветет полынь, в ней уже меньше витамин, и состав витамин уже другой, нежели у молодой. И, кстати, по поводу этих шариков, ну, бутонов, да, назовем их бутонами, их также даже подвяленными не надо давать, потому что там очень много яда. Вот, их обязательно нужно хорошо просушить, ну, а тогда уже в сушеном виде можно давать, и тогда будет ничего страшного. Иди. Ну вот, в принципе, рассказал вам о всех своих заготовках, которые я делаю кроликам на зиму. Ну, думаю, в дальнейшем, возможно, если еще что-нибудь поблизости откопаю, так скажем, держи, для своих кроликов полезного. Ну, я не знаю, что-то березу я не особо люблю, как-то давал кроликам, они ее как-то слабенько ели, я даже заготавливать ее и не стал. Вот осину едят очень даже хорошо, гурманы, так скажем, осины. Ну а на этом мы будем заканчивать. Не забываем заготавливать на зиму своим кроликам различный веточный корм, травы различные. Чем больше будет витаминов зимой кролику, тем меньше у хозяина будет проблем. На этом все, друзья. Пока-пока.